Группа приматологов, работающих на склонах гор Вирунга, Африка, столкнулась с аномалией, которая поставила под угрозу всю их миссию. Целый прайд горных горилл, 12 особей, включая доминирующего силвербека, уже третьи сутки стоял на одной и той же лесной поляне. Это было неестественно. Гориллы – вечные кочевники. Доктор Анна Шмидт, руководитель группы, была уверена, что животные либо больны, либо произошло нечто катастрофическое. Напряжение было невероятным, так как силвербек, огромный 8-тонный вожак, известен своей агрессивной защитой территории. Приближаться к прайду было смертельно опасно. После долгих споров ученые решили использовать единственный инструмент, который давал им шанс – бесшумный исследовательский дрон с камерой дальнего обзора. На мониторе появилась живая картина – огромные неподвижные гориллы. Они стояли плотным, сутуленным кольцом. Они не ели, не чистили шерсть. Они молчали. Это была не защитная стойка, а скорбь. Дрон осторожно подлетел ближе, фокусируя камеру на центре кольца. И тут ученые, наблюдавшие за экраном, ахнули. Их худшие опасения подтвердились. В центре, на мху, лежало тело. Маленькое, хрупкое, покрытое листьями. Это было человеческое тело. Они убили кого-то, прошептал один из рейнджеров, доставая ружье. Мы должны вмешаться. Доктор Шмидт, сжав зубы, остановила его. Подождите. Они не нападают. Они скорбят. Посмотрите на Силвербека. Камера увеличила изображение. Вожак сидел, склонив голову. Он не просто охранял тело. Он совершал немыслимое. Огромной нежной ладонью он аккуратно смахивал насекомых с лица тела, словно стряхивал пыль. Молодая самка сидела рядом и держала маленькую, худую руку. Тело принадлежало пожилой женщине, местной травнице и отшельнице, которая жила в горах в полном одиночестве. Она была известна в округе своей странной способностью. Она никогда не боялась горилл, и они никогда не боялись ее. Ученые осознали, что они наблюдают не убийство, а похороны. Вся семья горилл, приняв эту одинокую, немощную женщину в свой прайд, теперь оплакивала ее уход. Они берегли ее тело от падальщиков и ветра, совершая свой собственный, нечеловеческий ритуал прощания. Когда команда спасателей наконец смогла подойти, гориллы не напали. Они медленно поднялись, посмотрели на людей с выражением глубокой печали и, словно передавая эстафету, ушли в чащу. Доктор Шмидт и ее команда не смогли сдержать слез. То, что они видели, было доказательством не просто интеллекта, но и способности к глубокой, кроссвидовой любви и скорби, которая превосходит все научные законы. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где наши авторские истории выходят каждый день.